Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала Семейный Handmade. Сегодня я покажу вам еще один оригинальный и очень красивый декор для сада, который вы сможете сделать самостоятельно. И как вы уже все поняли, я говорю про ананас из пластиковых ложек. Для работы нам понадобится 2 5-литровые бутылки одинаковой формы, примерно 120-130 прозрачных желтых или оранжевых пластиковых ложек. Конечно, можно взять и непрозрачные, но ананас получится не такой искрящийся и эффектный. Проволока, у меня флористическая диаметром 0,8 мм. Отрезок металлопластиковой или пластиковой трубы. Зеленая бордюрная лента. Свеча, ножницы, шило, плоскогубцы, шуруповерт и саморезы. Также нам понадобится зеленая акриловая краска. Удаляем с бутылок все этикетки и обрезаем одну из бутылок так, чтобы в нее плотно вошла вторая бутылка. Бутылки пока ничем не скрепляем, но в процессе работы мы их обязательно зафиксируем. В горлышко отрезанной бутылки закрепляем металлопластиковую или пластиковую трубу. Длину выбирайте на свое усмотрение. Труба нам нужна для установки ананаса в землю. Трубу закрепляем следующим образом. В горлышке бутылки просверливаем 4 отверстия. Вставляем трубу так, чтобы она уперлась в дно второй бутылки и вкручиваем саморезы. Кстати, если вы найдете трубу такого же диаметра, как и горлышко бутылки, то прикрутить ее будет намного проще. Теперь подготавливаем ложки. Им нужно удалить ручки, но если вы попробуете их просто обрезать, то ложки потрескаются. Поэтому сначала место отреза необходимо нагреть над свечой. Старайтесь держать ложку над пламенем так, чтобы она грелась, а не коптилась. Работайте обязательно с открытым окном или в маске. Кстати, если у вас есть идеи, куда и как потратить обрезанные ручки, то напишите, пожалуйста, в комментариях, а лучшие идеи я реализую. В каждой ложке с обрезанной стороны просверливаем по 2 отверстия. Работайте очень аккуратно, ложки скользкие и можно поранить руки. Переходим к сборке ананаса. Начинаем с того края, где прикручена металлопластиковая труба. Прикладываем ложки к бутылке так, чтобы все ложки располагались выпуклой стороной наружу и просверленными отверстиями вверх. В бутылке делаем также по 2 отверстия под каждую ложку и прикручиваем ложки проволокой. Проволоку загибаем крючком, вставляем ее в одно отверстие и вытаскиваем из другого. Надеваем на проволоку ложку и закручиваем кончики плоскогубцами. Сначала этот процесс может показаться сложным, но немного потренировавшись, у вас все будет получаться легко и быстро. Ложечки располагаем в шахматном порядке, и желательно, чтобы каждый следующий ряд закрывал предыдущий в месте крепления. Проволоку закручиваем так, чтобы ложки были хорошо зафиксированы, но не перестарайтесь, иначе они могут треснуть. В том месте, где одна бутылка входит во вторую, закрепляем чешуйки ананаса через обе бутылки. Именно так мы и скрепим 2 части воедино. Так как основа для ананаса у меня получилась слишком длинной и ложек на такой большой ананас мне бы точно не хватило,
Я укоротила его, обрезав вторую бутылку и вставив одну часть во вторую, аналогично первой бутылке. Скрепляю так же, как и первую, вставляя проволоку через обе части бутылки. При таком способе крепления все держится очень крепко и надежно. Предугадывая вопросы про термоклей, сразу отвечу. Термоклей не подходит для уличных поделок из пластика. Если вы не хотите потратить время и силы ради пары дней красоты, то используйте проволоку из самореза. Дозаполняем оставшуюся часть бутылки ложками, и самая сложная часть работы осталась позади. Несмотря на то, что я уменьшила ананас, мне все равно не хватило оранжевых ложек, и я добавила зеленые, просто потому, что не смогла найти в магазинах оранжевые. Так что лучше сразу купите ложечек с небольшим запасом. Осталось сделать листья, и наш ананас готов. Я вырезала листочки из зеленой бордюрной ленты, но если вы ее не найдете, то можно их сделать из зеленых пластиковых бутылок. Только выбирайте те, которые более темных и насыщенных цветов. Маленькими листочками заполняем пустоты у самого горлышка, а из больших и длинных листьев делаем верхушку ананаса. Чтобы ананас получился пушистым, прикрутите листья в два ряда. Первый ряд повыше, второй пониже. И не забудьте закрыть горлышко бутылки крышкой зеленого цвета. Трубу красим зеленой акриловой краской и длинными листьями закрываем горлышко нижней бутылки. Кстати, саморезы можно также закрасить зеленой акриловой краской. Ананас можно просто воткнуть в клумбу, а можно надеть его на арматуру, вбитую в землю, чтобы он располагался повыше. На зиму такую поделку необходимо убирать с улицы, чтобы из-за перепада температуры ложки не полопались. И хранить ананас лучше в горизонтальном положении, так как если он случайно упадет, ложки могут треснуть. Желтому ананасику уже 3 года, и как видите, он все такой же яркий и веселый, как и новый оранжевый. Ставьте лайки, если это видео вам понравилось, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. Всем летнего настроения и до скорой встречи. Пока-пока!